Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Дом моды Бербери. Уже по какой-то негласной традиции на неделе моды в Лондоне бренд проводит показ в зеленой парковой зоне. А началось все с приходом на руководящую должность нового креативного директора. Ведущий дизайнер компании Дэниел Ли, сменивший на этом посту Рикардо Тиши, сегодня представляет свою третью модную линейку под маркой Бербери. Для презентации коллекции осень-зима 2024-2025 звездную публику пригласили в Виктория Парк, расположенный в восточной части столицы. Зрители рассадили под огромным тентом-палаткой, стилизованной под средневековый рыцарский павильон в честь логотипа бренда. Пол был укрыт резиновым зеленым ковром, похожим на скошенную траву. Гости комфортно разместились на толстых ворсистых коричневых подушках, используя при необходимости теплые шерстяные пледы и фирменные грелки. Обстановка вокруг оказалась очень схожа с уютным швейцарским глэмпингом и вполне сочеталась с характером образов новой коллекции. Сегодня дизайнер постарался отразить в модных луках британское настроение сквозь призму 90-х. И если предыдущие две работы Дэниела Ли представляли собой шквал новаторских идей, смелых узоров и форм, то этот сезон он решил посвятить наследию старейшего фэшн-индустрии бренда, сделав акцент на прочной роскошной классике и ремесле, без которого мир точно не увидит ни один модный шедевр. В комментариях к показу дизайнер отметил: эта коллекция вдохновлена ирландской и британской шерстью и тканями. Она нацелена на защиту и тепло. Все вещи созданы для улицы. Они прочные и функциональные. Это одежда, в которой можно жить. Я же со своей стороны добавлю, друзья. Сегодня перед нами, пусть и обновленный, более современный, но все же основательный, стильный, добротный, полюбившийся мне еще в нулевые дом моды Бербери. При просмотре видеоряда я отметила для себя несколько интересных моментов и хочу озвучить их вам. Первое, на что обращаешь внимание – приятная, природная, абсолютно универсальная палитра оттенков. От глубоких коричневых и насыщенных серых до сложных бежевых, мшисто-зеленого, хаки, баклажанного и теплого красного. На фоне желто-рыжей листвы или белого снега верхняя одежда в таких тонах смотреться будет определенно выигрышно, особенно среди засилья темных пуховиков и минималистичных черных пальто. Следующий неожиданный факт, как это ни парадоксально для вековой традиции марки, но в нынешнем гардеробе на осень отсутствует знаменитый классический бежевый тренч Бербери. Зато есть масса его производных. Например, из плотного молескина с высоким воротником и асимметрично расположенной дополнительной металлической змейкой-застежкой. Не менее достойно внимания модниц пальто Duffel Coat. Утепленное, с пуговицами-бочонками либо клыками, вместительными накладными карманами и объемным капюшоном с меховой отделкой. Оно идеально дополнит стильный повседневный образ. Отлично смотрится и с юбками, и со спортивными джоггерами. Моя бы воля поставила бы название Duffel Coat в словарь напротив понятия комфорт. Для осени и зимы Дэниел Ли предложил еще немало теплой одежды, которую модели носили на подиуме не с мюле и с босоножками, а наконец-то, в отличие от других брендов, с сапогами на широкой подошве, с туфлями-лоферами на устойчивом каблуке, с высокими эффектными ботфортами на платформе. Дубленки и пальто в духе милитари, бомберы и пушистые шубы сменяли на показе коллекции трикотажные луки с небанальной длинной бахромой, заплетенной в толстые косы. А еще были наряды с очаровательными рюшами, платья-колонны с открытыми плечами. Не забыл модельер добавить в гардероб на холодный сезон вещи с клетчатым принтом. Правда, клетка теперь не только прячется с изнаночной стороны, но и предстает, что называется, лицом, украшая брюки, юбки макси, тренчи и подвороты джинсов. Из модных аксессуаров в новой линейке, помимо объемных сумок, стильных платков, длинных шарфов, иногда можно заметить зонтик, как дань переменчивой, часто дождливой британской погоде.
Я надеюсь, друзья, коллекция вам понравится и достойна на поставленный лайк. Приятного вам просмотра, всем красоты, чтобы на небе ни тучки, ни облачка, а в душе позитивного, солнечного настроения.